Ну, безусловно, личная симпатия тоже руководила. Великолепная фигура, не похожа ни на кого. Москвичка Вика Бельская росла в семье модельера и директора риэлторского бюро. Родители разошлись, едва малышке стукнуло 9. Это стало огромной болью, но не единственной. Девочка всей душой рвалась петь, а ее упорно водили на скучный балет. Хореографию будущая певица все же бросила и сбежала в ансамбль «Гренада». С этим коллективом юная артистка ездила по заграничным гастролям. Знаете, именно там она четко осознала сердцем: я хочу профессионально заниматься только вокалом. Занятия в студии при Гнесинке дали прекрасные плоды, и 15-летнюю Вику позвали на передачу «Утренняя звезда». Там Бельская взяла приз зрительских симпатий и теплое напутствие от самого Юрия Николаева – развивать певческий дар. Прислушавшись к мудрому совету, девочка упорно совмещала английскую спецшколу с любимым вокалом. На выпускном вечере в Гнесинке яркую Вику заметил режиссер театра Лихаим. Он как раз искал актрису для постановки «Блуждающие звезды». Так она на несколько лет стала ведущей солисткой. Вика вспоминала, спектакли шли на сложном иврите и идише. Мы объехали кучу городов Америки, а свой последний год в школе я оканчивала просто экстерном. Службу в любимом театре певица старалась совмещать и во время учебы в ГИТИСе на эстрадном, а уже после вуза на празднике у друзей Виктория спела вместе с Александром Шоуа. К тому времени он успел поработать демо-вокалистом в солидной немецкой компании и спеть в известной многим из нас группе «Арамис». Александра мгновенно заворожил тембр Вики. Ее бархатные низкие ноты звучали невероятно завораживающе. Вскоре он предложил ей создать дуэт, и девушка с радостью пошла навстречу. Правда, искры между ними летели с первого дня. В пылу очередного спора о названии продюсер Олег Некрасов сказал, что они вообще не пара. Тогда-то и родилась легендарная группа «Непара». Дебютный альбом «Другая семья» мгновенно возвез их на вершины. Выпустив еще 2 диска, гордый Шоуа решил уйти в сольное плавание, но его личные синглы так и не смогли затмить великие хиты «Плачь и смотри» или «Бог тебя выдумал». Не прошло и года, как они снова сошлись, подарив нам нежный трек «Тысячи снов». Мы искренне радовались, но слухи, что артисты глубоко устали друг от друга, увы, подтвердились. В августе 2019 года группа распалась насовсем. Что же они не смогли поделить между собой? Александр выкупил любимые нами песни дуэта за смешные 10 тысяч рублей. При этом он уверял прессу, будто Вика втайне сулила продюсеру целых 2 миллиона за права. Сама Талышинская это отрицала, а Шоуа продолжал убеждать всех, что девушка вообще не касалась творчества ихней пары. Мол, только приезжала спеть свои партии в студию. Виктория, сдерживая обиду, говорила, что Саше оказалось очень трудно ладить. Он вечно придирался к ее вокалу и внешности. Она же вкладывала в группу всю свою душу, отрывала время от близких, тратила свои деньги на раскрутку. Согласитесь, на фоне самоотдачи дальнейшие шаги Шоуа выглядели для нашей героини откровенно непорядочно. Представляете, он стер все мои фото из соцсетей коллектива, переписав историю нашей жизни. С горечью делилась Вика, словно меня вообще не существовало на свете. Типичный поступок обиженного, капризного мальчика, не иначе, делилась Талышинская. Как же ей было обидно. Александр резко отвечал в ответ, мол, певица не шла на уступки, срывала репетиции и даже приезжала на выступление нетрезвой. Но давайте не судить ее строго, ведь жесткий мир сцены ломает и не таких чутких натур. Сама Вика отвечала с достоинством. Мы перешли ту самую точку невозврата, когда все простить невозможно. Я совершенно не злопамятная женщина, но после стольких жестких и злых слов воспринимать человека нормально вряд ли выйдет. У меня так точно, поэтому нет, не получится у нас никакого мира и нормального общения. Она сама ушла, честно говорю. Она девочка, и, как она говорит, это ей простительно.
Со временем певица рассудила, бывший партнер вспоминает о ней лишь ради дешевого хайпа. А к новым солистам, поющим ее хиты с шоу, она отнеслась с женской снисходительностью. Вика улыбалась. Видимо, новых песен он так и не написал, а эти юные, талантливые девочки могли бы легко пробиться к славе и без его помощи. Пережив тот мучительный разрыв, Виктория не сломалась и смело шагнула в новый дуэт. Судьба улыбнулась ей. Еще во время работы в Непаре талантливый музыкант Володя Курто прислал ей свою душевную песню, робко предложив спеть ее красивым дуэтом. Когда мы начали петь, вдруг поняли, как волшебно сливаются наши голоса. Мы захотели выпустить трек просто для души, параллельно с моей работой, а потом Непара с треском распалась, и мне даже не пришлось мучительно искать новый путь. С теплотой поясняла звезда. Я вникла в Володин материал и искренне влюбилась в его стиль. Знаете, это феноменальное везение в трудный час. Да, я подумывала о сольнике, но бросаться в пустоту с полного нуля, искать композиторов и авторов безумно сложно. Как же она рада, что тогда не опустила руки и пошла вперед. Вика никогда не скрывала. В их светлой группе «Два океана» всей музыкой заведует Володя, но она создает тот самый красивый актерский образ на сцене. Люди наивно думают, что Володя Курто какой-то новичок, а ведь мальчик начал петь еще в 13 лет, и количество написанных им для наших знаменитостей хитов просто зашкаливает. У него наград с песней года ничуть не меньше, чем у бывшей группы. Уверенно защищала она коллегу. Нас, конечно, постоянно пытаются сравнивать, но разве можно сопоставить проекты, рожденные с разницей в целых 20 лет? Знаете, наше главное отличие мы формулируем так. Теперь мы поем песни исключительно о счастливой взаимной любви. В юности Вика впервые вышла замуж. Ее очаровал бизнесмен на 20 лет старше. Брак с Эльдаром Талышинским длился недолго. В народе шептались, что взрослый супруг тайком изменял доверчивой жене. В 2009 году Вика стала женой банкира Станислава Чепурова, влюбившегося в нее на ростовском концерте. Но сказка обернулась драмой. Мужчину втянули в махинации, загнали в угол, он продал Викино авто и сбежал за границу. Они тихо развелись, но, представляете, добрая душа Вика смогла сохранить с ним человеческую дружбу. Да, я правда тепло общаюсь с бывшими, не знаю, в чем мой секрет. Просто я не умею держать злобу, честно размышляла певица. Мы расходились как-то естественно, без подлой войны. Мне повезло, наверное. Конечно, в моей судьбе случались и другие мужчины, не только официальные мужья, и с ними мирно расстаться удавалось далеко не всегда. Но с мужьями все чудом сложилось благополучно. Конечно же, народ судачил об их тайном романе с Александром. Долгие годы они нервно открещивались от этих слухов, а в 2024 году Александр вдруг неожиданно пошел на попятную. «Случался ли роман? Да, это было на самом старте», – сказал музыкант. В 2014 году красавицу заметили под ручку с Иваном Салаховым, реставратором из Третьяковки. Удивительно, они ведь бегали по коридорам одной школы, но разглядели друг в друге родственные души спустя столько взрослых лет. Спустя год влюбленные сыграли тихую, уютную свадьбу, и вскоре 39-летняя Вика совершила главное чудо – родила долгожданную доченьку Вареньку. А ведь жизнь все всегда расставляет по своим местам. Вы с этим согласны?